17 июля государственный медиахолдинг ВГТРК опубликовал новость. Генерала Дембицкого обвинили во взятке и превышении полномочий. Казалось бы, ничего особенного. Российский генералопат начался вскоре после отставки Шойгу и продолжается до сих пор. Посадили еще одного. Однако здесь удивляет сама фабула уголовного дела. Генерал Александр Дембицкий, командующий 44-м армейским корпусом, отправился в СИЗО вслед за неким Алексеем Марущенко, основателем ЧВК «Ястреб». Упомянутые Дембицкий и Марущенко, а также примкнувший к ним военный комиссар Александр Бажимов, реализовали преступную схему. Они агитировали россиян подписать контракт с Минобороны, рассказывая, что, мол, это чистая формальность. Подписавшие пойдут служить не в армию, а в ЧВК «Ястреб», где условия гораздо лучше. Однако люди после этого попадали в штурмовую часть в составе 44-го армейского корпуса, где с них начинали трясти деньги. Руководил частью Марущенко, купивший должность за 4 миллиона рублей у генерала Дембицкого. Сейчас этому Марущенко вменяют мошенничество, незаконный оборот оружия, похищение людей, пытки и убийства. Жертвами, по версии следствия, являются 90 человек. Вы наверняка задаетесь вопросом, что это вообще еще за ЧВК «Ястреб» такой? Как вообще ее основатель смог купить себе целое подразделение российских вооруженных сил? Многие думают, что время частных армий ушло вместе с Пригожиным, но это не так. Прежде чем во всем этом разберемся, напомню, мы сделали подробный гайд, как обойти блокировки российского интернета. Он доступен по ссылке в описании. Спонсор рубрики МКарт – сервис, выпускающий карты, с помощью которых криптовалюты можно тратить как обычные деньги за границей. Мы их карты тестировали, все работает. Также в гайде есть ссылка на наш рейтинг VPN-сервисов. Обратите внимание там на VPN Liberty. У них есть автосервер, который обходит разные типы блокировок за счет автоматического бесшовного переключения пользователей между разными конфигурациями. В 2020 году была громкая история. В Республике Беларусь по подозрению в подготовке госпереворота задержали 33 гражданина России. Белорусский КГБ объявил, мол, задержанные были сотрудниками ЧВК «Вагнер». Тогда же всплыло название другой группировки из Санкт-Петербурга – ЧВК «Мар», которая якобы участвовала в боевых действиях на Донбассе. По одной из версий, как минимум часть задержанных относились именно к ней. Тогда в СМИ был вынужден выйти основатель ЧВК «Мар» Алексей Марущенко. Он заявил, организация никакого отношения к событиям в Беларуси не имеет, так как была распущена еще в 2018 году. Скажите, пожалуйста, Алексей Михайлович, почему и как вдруг всплыла ваша компания, кто это вбросил и насколько это имеет отношение к реальности? К реальности это не имеет никакого отношения, так как в средствах массовой информации прошла такая информация, что я сам лично был задержан на территории Республики Беларусь, нахожусь под арестом с группой в составе 33 человек. Вот. Я эту информацию отрицаю, так как в данный момент нахожусь на трассе Москва-Санкт-Петербург, в прямом эфире с вами веду своего автомобиля. Также хочу сказать, что да, действительно, я был учредителем ООО ЧВК «Мар», но данная организация была ликвидирована в сентябре 2018 года. И то есть от имени данной организации никаких действий не осуществлялось и осуществляться не может. После ликвидации ЧВК «Мар» и еще одной военизированной структуры, ЧВК «Вежливые люди», Марущенко решил создать новую группировку – ЧВК «Ястреб». Ее члены называли себя «переговорщики». Девиз организации «Решаем сложные задачи». До полномасштабного вторжения в 22-м о «Ястребе» было известно крайне мало. Сама ЧВК немного рассказывала о своей деятельности в группе в ВК, но скорее напускала туману. Например, в марте 2020-го «Ястребы» включили в споры хозяйствующих субъектов в Калужской области. Свои действия они назвали антирейдерским захватом. В сентябре 21-го ЧВК без лишних пояснений продемонстрировал подписчикам грамоту и орден от некоего межрегионального полицейского клуба. И в тот же день намекнул, будто участвовал в боевых действиях в Ливии, выложив фотографию ордена Ливийской национальной армии. В остальном публикации в группе составляли посты с восхвалением Владимира Путина, пацанскими цитатами, перепечаткой новостей и бесчисленными фото и видео этого Марущенко. Себя он позиционировал как очень воцерковленного человека и сталиниста, поэтому в крещенскую прорубь он шел с татуировкой Сталина на лбу, на спине, где еще набиты портреты русских князей и, кажется, Владимира Путина. К слову, по совместительству Марущенко руководил петербургским тату-салоном «Маруха».
После февраля 22-го ЧВК «Ястреб» включилась в войну с Украиной. По заявлениям самой ЧВК, в ней были более 150 бойцов, которые, дескать, имели большой боевой опыт и прошли тщательную духовную подготовку в традициях православной веры. 30 сентября 22 года Марущенко выложил пафосный мотивационный клип с собой и подчиненными, которые посмотрели более 400 тысяч человек. Одним из направлений деятельности ЧВК «Ястреб» стала доставка так называемой гуманитарки. Так называемой, потому что гуманитарной помощью в Z-сообществе называют как поставки для мирных жителей, так и снабжение действующей российской армии. С этой самой гуманитаркой летом 22 года возник скандал. Два псковских предпринимателя поверили в добрые намерения Марущенко, вложили большие деньги в гуманитарку и поехали вместе с ним в ЛНР. После чего оба куда-то пропали. А Марущенко, как ни в чем не бывало, продолжил заниматься самопиаром и получением наград от всяких общественных организаций. ЧВК «Ястреб» при этом постоянно транслировали. Мол, наша организация вообще не пустышка, и мы, говорили, никакие не мошенники. Марущенко регулярно публиковал фотографии самого себя в камуфляже, якобы в зоне боевых действий. В феврале 23-го ЧВК «Ястреб» выложила фотографию с подписью «Работа кипит и днем, и ночью. ЧВК «Ястреб» подготавливает крупномасштабные мероприятия на объектах противника». На этих явно постановочных снимках члены организации сосредоточенно работают с топографическими картами. За 4 месяца до того организация опубликовала аж целую статью с заголовком «ЧВК «Ястреб» и Марущенко Алексей Михайлович мошенники? Нет. В 22 году глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, чьи сводки у нас выходят по субботам, охарактеризовал деятельность Марущенко таким образом. Марущенко и его бывшая ЧВК МАР известно нам по 2015-2016 годам. Тогда было модно набирать каких-нибудь экс-ополченцев, назваться громким именем ЧВК и пиариться. По факту, чаще всего такие ЧВК ничем ЧВКшным, как правило, не занимались. Сидели на Донбассе, снимали фотосессии с оружием и техникой. Изредка кто-то из них, может, охранял машины с гуманитарной помощью, следующие на Донбасс. Но говорить о сравнении с какой-нибудь группой Вагнера не приходится. Это просто пиар-проекты отдельных лиц. В какой-то момент Алексею Марущенко, по всей видимости, надоело руководить организацией, которая лишь снимала фото и видео для соцсетей. Он захотел командовать реальной боевой структурой. И просто купил за деньги кусок российской армии, штурмовое подразделение в составе 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России. Себе он взял аж 2 позывных – Михалыч и Доктор. Посмотрим ролик из сентября 24 года. У него есть характерная особенность. К символике ЧВК «Ястреб» добавилось название армейского корпуса. Уважаемый Алексей Михайлович, поздравляем вас с днем рождения. От всей души желаем вам богатырского здоровья, побед на всех фронтах, фарта по жизни, семейного благополучия. Один за всех! Один за всех! Особенное удовольствие новоиспеченному хозяину подразделения доставил тот факт, что на праздник Крещения он смог попасть в эфир Первого канала. Сегодня большой православный праздник Богоявления или Крещения Господня. В этот день верующие вспоминают о том, как Иисус Христос крестился в реке Иордан, и, как считается, на него с небес спустился голубь и раздался голос Бога Отца. Мы приехали сюда, чтобы поддержать дух. А дух необходимо поддержать, так как он нам нужен для работы, службы и преодоления всех препятствий, которые перед нами стоят. В тот же день Марущенко, он же Михалыч и он же Доктор, смог засветиться в официальных каналах Минобороны. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости нас, Иордан. Днесь вот освящается естеством, и разделяется Иордан, и своих вот возвещает своих, владыки для отвечаема. Итак, сомнительный персонаж с непомерным честолюбием приобрел за 4 миллиона рублей персональное армейское подразделение российской армии, которое могло пополняться 2 способами. Во-первых, Марущенко арендовал солдат у армии России. Да, в глубинах Z-телеграмма используется именно такая формулировка – аренда людей.
Во-вторых, Марущенко через соцсети и лояльного военкома агитировал гражданских подписывать контракт, якобы на привилегированных условиях и сроком всего на 1 год. Мол, частная военная компания дает такие возможности. После чего люди оказывались с обычным бессрочным минобороновским контрактом в штурмовой части, которая лишь называлась ЧВК. Мы, личный состав подразделения, приглашаем всех желающих в отряд специального назначения для борьбы с мировым фашизмом и защиты Родины. Победа будет за нами! Деятельность псевдо-ЧВК «Ястреб» расследовали как журналисты «Эхо», так и телеканал «Царьград». Там есть целая серия статей на сайте. Плюс к этому написано великое множество разрозненных постов Z-блогеров. Также в одном из телеграм-каналов вышел 25-минутный фильм «ЧВК «Ястреб. История обнуления». У него не было ничего, какие беспилотники. Просто отправлял тупо. Иди туда, не знаю куда. Это все снималось как пиар какой-то и все. Не более. Заманивать пацанов на мясо. Вот и все. Михалыч, конечно, сказочник тот еще. Стоял у нас и говорил: ребята, мясных штурмов не будут, мясных штурмов не будет. И тут же нас гонят на мясной штурм. Они ходят по одной и той же тропинке. Украинская сторона по рации уже говорит: ходят как на работу, вот ребята. То есть они знают уже, куда и что. Лежат наши ребятки в одном месте. То есть их искать нигде не нужно, они лежат в одном все месте. Потому что их бьют, они знают, где они идут, их просто бьют. Схемы в «Ястребе» применялись неоригинальные. Все было завязано на выплатах, которые положены подписавшим контракт. Марущенко и его подручные выбивали деньги из новобранцев, после чего слали их на заведомо самоубийственные задания. Потом набирали новых и выбивали деньги уже у них. Любое проявление нелояльности или даже просто непочтительное отношение к командиру могло караться особо изощренными пытками и смертью. Самый громкий случай даже разошелся по СМИ, когда военнослужащего с позывным «Физрук» забили насмерть огромным фалоимитатором. Телеканал «Царьград» приводит цитату бойца, который был непосредственным исполнителем другой показательной казни. «Я был в блиндаже, когда меня вызвал к себе один из бойцов. Придя туда, я увидел Адоева, который стоял в наручниках. Мне приказали вывести Адоева в лесополосу и убить. Это прямой приказ Марущенко. Я вывел Адоева в лесополосу. Отойдя от блиндажа метров на 50, я выстрелил ему в затылок, после чего пошел к себе и лег спать, отчитавшись о выполнении задачи». Другой военнослужащий с позывным «Панк» сообщил, что в районе пункта постоянной дислокации в Ленинградской области Марущенко и сотоварищи отлавливали местных алкоголиков и наркоманов, которых принуждали к подписанию контракта, убивали, а выплаты Марущенко присваивал себе. Еще одна громкая история связана с Z-корреспондентом Романом Семеновым. Он взялся за персональное расследование деятельности ЧВК «Ястреб». Но ЧВКшники Семенова похитили, подвергли зверским пыткам, привязали гирю к ноге и на 12 дней закопали вертикально в деревянном гробу. Чтобы он не умер слишком быстро, ему давали немного воды и возможность дышать. В итоге жена Семенова каким-то образом добилась, что его освободила ФСБ. История стала известна лишь недавно, хотя произошла еще в конце 24-го. После нее Марущенко как раз успел засветиться на Первом канале. Арестовали его далеко не сразу. Он активно занимался устранением свидетелей. И даже после того, как началось следствие, в Телеграме по-прежнему возникали жалобы бывших подчиненных Марущенко. Вот запись из декабря 25-го. Я Мирошников Сергей Александрович, позывной Чили. Обращаюсь к Верховному главному командующему Владимиру Владимировичу Путину и к нашему министру обороны Андрею Ремовичу. Просим вашей помощи разобраться по делу ЧВК «Ястреб», так как у нас уже сменился 5-6 следователь. Дело хотят развалить. Очень скрывают это все от вас. Мы боимся за свою жизнь, за наших семей, потому что неоднократно уже поступали угрозы. Вот, нас осталось очень совершенно мало. Дело прям разваливают конкретно, потому что постоянно пропадают те материалы дела, которые мы предоставляли. Жалобы в связи с угрозами свидетелям и с попытками развалить уголовное дело появляются до сих пор.
Религиозный фанатик заманивает граждан в рабство, покупает людей у коррумпированных армейских офицеров и с особой жестокостью убивает. Звучит как хроника гражданской войны в Сомали. Но это Россия при позднем Путине. В путинской системе есть удивительный парадокс. Жесткий авторитарный режим, желающий контролировать все, вплоть до частной вечеринки, запросто сдал монополию государства на насилие. ЧВК «Вагнер», который в каком-то усеченном виде продолжает существовать до сих пор, другие ЧВК и частные отряды – все это незаконные вооруженные формирования, которые априори подлежат разоружению, а их командиры – незамедлительному задержанию. По российским законам они не могут существовать, иначе чем в подполье. Их самопиар через телевидение и де-факто государственную соцсеть ВКонтакте – нонсенс. Однако окно Авертона было открыто еще до войны. Тогда власть решила, что это отличная идея – делегировать функции государственной полиции каким-то ряженым казакам с нагайками, у которых нет никаких полномочий применять силу. В ходе войны власть пошла сильно дальше и делегировала мутным персонажам функции вооруженных сил. Возникла практика, когда с одобрения Путина ранее судимый бизнесмен Пригожин стал ходить по колониям и набирать себе частное войско. Что с точки зрения закона невозможно в принципе. Он же ввел моду на ультранасилие. Когда вагнеровцы на камеру казнили кувалдой своего провинившегося товарища Евгения Нужина, так называемая пригожинская кувалда превратилась в сувенир, и Пригожин подарил ее председателю «Справедливой России» Сергею Миронову. Неонацистская группировка «Русич» тоже выставляет свои маньячества на показ, рассказывает о практике человеческих жертвоприношений. Однажды пригрозила зарезать депутата Госдумы. И вместо того, чтобы оказаться разоруженной и под арестом в полном составе, группировка эта постоянно в фаворе. Вплоть до того, что плакаты русичей повесили в кабинетах Краснодарского ФСБ. На плакате написано: «У меня нет моральных ограничений, пусть и у вас не будет». Хорошая замена прошлому лозунгу чекистов, что у чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. В Сургуте ультраправая организация «Русская община» принимает участие в местном параде на 9 мая. Она же занимается отловом дезертиров, сбежавших из российской армии. По какому праву русская община это делает, непонятно. В многострадальной Пензенской области прямо сейчас идут облавы на мужчин. И проводят эти облавы не только силовики с удостоверениями и погонами, но и типы в штатском, чьи действия однозначно квалифицируются как похищение человека, но местные силовые органы ничего против не имеют. Да, в каких-то случаях власти лавочку прикрывают. Не так давно силовики убили командира полуфашистской 88-й бригады Эспаньола. Закрыли, наконец, и главу ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. Однако многие другие вурдалаки с автоматами по-прежнему продолжают свою деятельность, не скрываясь и бравируя жестокостью. Да вот как, например, упомянутый нами в недавнем видео Евгений Рассказов. Человек публично поздравлял с днем рождения Адольфа Гитлера, хвастался изнасилованием и убийством девушки. Но вместо колонии он отправился на круглый стол в Госдуму с докладом о традиционных семейных ценностях. Его за что-то полюбили и силовики. Они вместе разыграли на аукционе нож, которым было отрезано ухо террористу после Крокуса. Дело не ограничивается получившими карт-бланш маньяками и неонацистами. Сейчас Путин разрешает закупать тяжелые армейские вооружения обычным коммерческим компаниям. Даже подталкивает их к этому. Берите, мол, себе крупнокалиберные пулеметы, зенитные артиллерийские установки и защищайте свой товар от украинских дронов. Отчего шутки про ЧВК «Вайлдберрис» и ЧВК «Озон» уже не звучат просто как шутки. Путинская система, как бы она себя не позиционировала, ни разу не сильное государство. В основе сильного государства лежат законы, а у путинской системы модель управления совсем не про них. Конечно, многое из того, о чем мы говорим на этом канале, звучит как сигнал с другой планеты. Десятки миллионов россиян, особенно жители Москвы, Петербурга, других крупных городов, в повседневной жизни почти никак не пересекаются с вооруженными бандитами в погонах и без погон, всевозможными торговцами людьми и так называемыми обнулятелями. Такие реалии войны и путинского способа воевать редко прорываются в обыденную жизнь большой России. Даже танки Пригожина в Ростове-на-Дону своими глазами увидели далеко не все ростовчане. Большинство жителей Пензы могут быть не в курсе, что на соседней от них улице кого-то отловили и увезли по адресу Складская, 19. Россия огромная страна с большим числом граждан, и ее колоссальные масштабы способны довольно долго растворять в себе любую жесть, гасить любые колебания. Но ресурс этот не безграничен, инерция не бесконечна.
Если в государстве планомерно демонтируется само государство, нет варианта, чтобы со временем это не почувствовали все. Для такой державы, как Россия, путь до Сомали очень долгий. Но Путин словно поставил Россию на рельсы и гонит ее именно в этом направлении. И если Россия пройдет хотя бы половину этого пути, обыденность десятков миллионов изменится радикально. Сейчас все идет к этому. Мы с вами все очень испорчены массовым Голливудом. В голливудских фильмах, когда хотят показать крах государства, накладывают серый светофильтр, запускают напряженную музыку, на улицах, как по сигналу, прекращается движение машин, люди начинают сурово смотреть из-под лобья. Но в реальной жизни государство рушится совсем не так. Улицы по-прежнему залиты солнцем, родители гуляют с детьми по паркам и набережным. На парковках, как и прежде, стоят дорогие машины. Голливудскому оператору совершенно нечего было бы снять на камеру, чтобы за 1 минуту дать зрителю понять, что государство переживает коллапс. Даже турист, приехавший на неделю, не поймет, что что-то не так. Но люди, находящиеся в стране постоянно, чувствуют каждый день: жить здесь нормально уже невозможно. До завтра.